Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян побеседовали на полях 5-го саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. Деталей пресс-служба премьера Армении не привела. Ранее такая встреча состоялась в Нью-Йорке в небоскребе Тюркеве, Turkish House, в Манхэттене, который считается своеобразным символом турецкого присутствия в США. Эти события объединяют общий смысл. Диалог между лидерами двух государств начинает приобретать устойчивый характер, и стороны обсуждают в разных условиях и на площадках разных форматов вопрос восстановления дипломатических отношений между двумя странами, который сейчас осуществляется только на уровне спецпредставителей, и мирный договор между Арменией и Азербайджаном. При этом армянская сторона заявляла, что готова к диалогу с Турцией без предусловий, в то время как Анкара связывала процесс нормализации с подписанием мирного договора между Баку и Ереваном. Что дальше? Приближаются ли события в треугольнике Турция, Азербайджан, Армения к какой-то развязке? Диалог на этом направлении сейчас все больше напоминает дипломатический бег на марафонскую дистанцию, но без конкретного обозначения финиша. Правда, со стороны Еревана и Баку много раз звучали заявления о возможности подписания мирного договора еще до конца нынешнего года. Баку удается упредить самостоятельный диалог Анкара-Ереван без условий, все завязывая на подписание мирного договора с Ереваном. В свою очередь, Эрдоган, выступая на саммите лидеров Организации тюркских государств, обратил внимание на то, что на Южном Кавказе грядет эпоха мира и стабильности, и что он надеется на укрепление исторического успеха родного Азербайджана за столом переговоров, подписав мирный договор с Арменией. После личной встречи на полях саммита БРИКС в Казани президента Азербайджана Ильхама Алиева с Пашиняном было заявлено, что стороны вернутся к диалогу на уровне глав МИД в самое ближайшее время. Но, как заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян, нет договоренности о возможной встрече лидеров стран или глав МИД, но мы заинтересованы в интенсивности таких встреч. Проблема, видимо, в том, что Алиев не поддерживает инициативу Пашиняна заключить так называемый половинчатый мирный договор, а несогласованные положения оставить на последующие этапы. Суть в том, что Баку нарочно не хочет полностью подписать все пункты мирного договора, чтобы все время маневрировал. Даже самому последнему дураку понятно, что Алиев не хочет подписывать мирный договор с Арменией. К тому же Баку дает понять, что тактика дипломатических действий Армении согласована с США и ЕС, которые пытаются удерживать переговорный процесс в парадигме брюссельского сценария. В широком контексте отрицательный ответ Азербайджана на предложение Армении является одновременно и определенным неприятием западного вектора во внешней политике Армении. Этот фактор с точки зрения Алиева негативно влиял и влияет не только на урегулирование отношений Армении с Азербайджаном, но и на диалог между Баку и Брюсселем. Хотя, если честно, то Алиеву не нравится, что у Армении есть покровители, которые не дают ему нападать и захватывать армянские территории, а то, по большому счету, ему вообще не нужны никакие отношения ни с Западом, ни с Арменией. Но теперь с избранием Дональда Трампа президентом США в Закавказье станет меняться ситуация и расклад сил. В этой связи многие эксперты предполагают, что от будущей архитектуры российско-американских отношений во многом будет зависеть ход событий в этом регионе, к чему повышенную чувствительность будет проявлять больше Армения, нежели Азербайджан. Интерес Трампа к этому региону будет определяться как отношениями с Россией, так и целями политики на иранском направлении. Так что, возможно, в отношениях между Баку и Ереваном придется все начинать с нового старта. Будет новый торг. Если Трамп будет давить на Азербайджан через Эрдогана или, в крайнем случае, через Москву, то в отношении Армении он задействует мягкую силу, такую как общая вера, христианство и близкие цивилизационные ценности, которые объединяют Армению с Западом. Отметим, что, по моим подсчетам и мнению, основной задачей Трампа станет давление на Иран через Армению, подразумевая израильский фактор. Ни для кого не секрет, что Трамп является большим произраильским политиком, и, по моему мнению, на Армению не будут оказывать давление с целью принудить ее к антииранским действиям, а будет происходить некий торг, в котором уже политики будут делать свои ставки на некоторые аспекты в рамках выгод для своих стран. Таким образом, при умелых действиях Армения может значительно сблизиться с США, разумеется, в обмен на некоторые аспекты, касающиеся Ирана. Отметим, что для Азербайджана предпочтительнее московская площадка, нежели западные,
где большинство стран делают акцент на поддержке армянских христиан. Также не следует забывать, что Трамп не звонил ни одному армянскому политику, включая Пашиняна. Вместо этого он сначала позвонил армянскому католикосу Киликийского дома Араму I, с которым обсудил Закавказский регион и ситуацию в Нагорном Карабахе, откуда были депортированы более 140 тысяч армянских христиан. Отметим, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США католикос Арам I – один из первых, который направил ему поздравительное письмо. С безграничной радостью приветствуем вас в качестве избранного президента Соединенных Штатов Америки и сердечно поздравляем вас с избранием, которое, несомненно, откроет многообещающую страницу в истории Соединенных Штатов. Уверены, что в мире, полном ужасных страданий и нарушений прав человека, вы сыграете ведущую роль в установлении мира, основанного на справедливости, защите и признании прав человека. Также уверены, что благодаря вашему богатому опыту, сильному лидерству и широким международным связям вы сможете с твердой верой и мужеством противостоять вызовам, волнующим человечество. Господин президент, можете быть уверены в нашей крепкой дружбе. Мы молимся Господу, чтобы Он укрепил вас и руководил вами в вашей ответственной миссии, говорится в поздравительном послании католикоса Арама I. На этом фоне считаю важным отметить, что меня сильно заинтересовала тема назначения специального представителя по развитию отношений с Арменией в США, и я наткнулся на довольно интересное видео с этим молодым пастором. Неудивительно, что он все знает и правильно понимает. Он ведь не политолог и не эксперт. Поздно вечером я нашел новость, которую невозможно было пройти мимо. Христианский проповедник, член Евангелической церкви и соратник Трампа по имени Джоэл Тенни, объявил, что после инаугурации 47-го президента 20 января займет должность, направленную на укрепление и продвижение отношений между США и Арменией. Интересная должность, не так ли? Все бы ничего, но этот молодой человек явно влюблен в Армению, ее народ и культуру. Например, на записи Джоэл прекрасно исполняет песню Комитаса на армянском языке. Отметим, что на его странице в Instagram есть публикация за сентябрь, где он разместил карту Великой Армении с надписью «Let's make Armenia great again», что в переводе означает «Давайте сделаем Армению снова великой». Просто базовый пастор и красавчик, у меня нет слов. Еще раз напомню, что вчера, 8 ноября, евангелический пастор сообщил, Трамп после своей инаугурации 20 января назначит Тенни на официальную должность под развитию и укреплению связей между США и Арменией. Отметим, что 21 октября Джоэл Тенни, пастор из Айовы, побеседовал на предвыборном митинге с Вивеком Рамасвами, республиканцем индийского происхождения, который изначально хотел баллотироваться в президенты, но уступил место Трампу и позже вошел в его команду. Джоэл рассказал всем присутствующим об этнической чистке в Арцахе, в результате которой была изгнана одна из старейших христианских общин мира. I was a witness to the ethnic cleansing of Nagorno-Karabakh, Artsakh. Вивек поддержал эту тему и напомнил, что еще на этапе своей избирательной кампании неоднократно поднимал проблему защиты армян Арцаха. There's 120,000 Armenian Christians who were displaced from their homeland in the Artsakh region. Соратник Трампа также отметил, что алиевский режим фактически вооружается за счет американских налогоплательщиков, что, по его мнению, является позорным и абсурдным. На этой фотографии наш пастор запечатлен вместе с Джеймсом Венсом, который 20 января станет вице-президентом США. Оказывается, что в январе 2024 года будущий кандидат на пост вице-президента от республиканской партии, тогда еще сенатор от штата Огайо Джеймс Венс, обращался к министру финансов США Джанет Йеллен с призывом заблокировать продажу партии оружия компании с сомнительной репутацией Чехословак Групп, которая была замешана в нарушении эмбарго на поставки оружия режиму Алиева. Вот такие дела. А некоторые армянские политологи и другие лица утверждали, что администрация Трампа полностью антиармянская. Да, вижу, насколько она антиармянская. Я бы точно не пожелал такой якобы недружественной администрации нашим врагам. Кроме того, в октябре 2023 года будущий вице-президент в своем обращении к Конгрессу
осудил нарушение Алиевым режима прекращения огня в Арцахе и последовавший за этим исход армянского населения. В конце стоит отметить, что по заявлению Анка более 90% поддержанных этой организацией кандидатов прошли в Конгресс США, что является большим плюсом для Армении. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.